Всем привет! С вами Анна, и сегодня мы свяжем трендовую косыночку кроше, в которой вы будете просто неотразимы этим летом. Уникальность мастер-класса в том, что мы не будем привязываться ни к пряже, ни к размеру косынки, а это значит, что вы сможете ее связать из любой пряжи, какая у вас есть, соответственно, подобрав к ней крючок, и любого нужного вам размера. Косыночка в виде треугольника. Соответственно, косынку, которую буду вязать я, имеет следующие размеры. Длина основания треугольника плюс-минус 42 сантиметра, ну а высота косынки, соответственно, плюс-минус 22 сантиметра. И еще добавляется длина завязок, которые чуть в растянутом виде 33 сантиметра. Вязать я буду из пряжи Ярнард Бегония. Это мерсеризованный хлопок, но я просто влюбилась в этот нежнейший розовый цвет. Крючок я подобрала к этой пряже номер 3. По расходу на мою косыночку ушло 30 грамм пряжи. Ну что, давайте уже начнем творить. Сначала делаем кольцо амигуруми. Далее набираем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. А сейчас прошу обратить ваше внимание на то, что всю косынку мы будем вязать столбиками с накидом. Но не простыми столбиками с накидом, а патентными. Я сейчас подробно покажу, как вяжется патентный столбик. В этом нет ничего сложного, но, на мой взгляд, он более красивый, более ярко выраженный и, соответственно, немного длиннее, чем обычный столбик с накидом. Нам необходимо сейчас провязать 3 патентных столбика в наше кольцо амигуруми. Делаем накид на крючок, вводим крючок в кольцо амигуруми, захватываем ниточку. А теперь внимание! На крючке 3 петли. Мы с вами сначала должны провязать первую петлю, далее захватываем ниточку, провязываем 2 петли и снова 2. И я думаю, вы поняли, кто еще не знает, да, отличие патентного столбика от обычного. Мы его вяжем в 3 захода. Снова делаем накид на крючок, вводим крючок в кольцо амигуруми, захватываем ниточку, на крючке 3 петли, захватываем нить, провязываем первую петлю, далее провязываем 2 петли и снова 2. И вяжем 3-й патентный столбик. Накид, вводим крючок в кольцо амигуруми, захватываем нить, провязываем первую петлю, далее 2 и 2. Мы с вами связали 3 патентных столбика в кольцо амигуруми. Что мы делаем дальше? Набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Сейчас нам надо снова связать 3 патентных столбика в кольцо амигуруми. Я уже не буду называть все время патентных, да, столбика с накидом, просто 3 столбика вяжем. Уже понятно, что мы их вяжем патентными столбиками, которые делаются с накидом. Накид вяжем сначала 3. Захватили нить. 1, 2, 3. Первый провязали. Накид. Захватили нить. 1, 2, 3 провязали. 3-й раз захватили нить и провязываем 3-й столбик. 3 столбика – это наш рисунок, но нам необходимо провязать еще 4-й столбик в кольцо амигуруми. Сейчас объясню почему. 1, 2, 3. Затягиваем колечко. И вы увидите, что у нас образовался такой мини-треугольничек. Смотрите, это вершина треугольника. Рисунок у нас идет по 3 столбика. А вот этот 4-й столбик и цепочка из воздушных петель, которую мы в самом начале с вами делали, это кромка основания треугольника. Это кромка нашей косынки.
Сейчас несколько рядочков с вами провяжу, и вы все прекрасно поймете, как это делается. Легко, просто, вяжется в удовольствие. Так, набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем наше вязание и будем вязать 3 столбика вот в это место. Между 3 столбиками и нашим кромочным столбиком, да, столбиком, который является кромкой основания. Вот сюда будем вязать. Делаем накид и вяжем 3 столбика. Так, первый провязали, накид, второй провязали, накид, третий провязали. Что мы делаем с вами дальше? Сейчас нам надо связать 3 столбика в вершину треугольника. Делаем накид, захватываем ниточку и вяжем 3 наших красивых патентных столбика. 2 и 3. И снова образуем вершину треугольника. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же вяжем 3 столбика. Так, первый, второй и третий. Снова делаем накид и вяжем вот в это место, вот в эту точку между воздушными петлями, да, из небольшой цепочки из воздушных петель, и 3 столбиками. Я еще раз напоминаю, наш рисунок это 3 патентных столбика. Так, накид сделали. Вяжем 3 сначала. Наш рисунок по рисунку 3 у нас идет. 2, 3 и 4 кромочный. 1, 2, 3. Почему я не говорю сразу вязать 4? Чтобы вы не запутались, чтобы вы поняли, что только в конце мы вяжем 4 патентных столбика, так как формируем кромку. А весь рисунок у нас, как я уже говорила, да, состоит из 3 столбиков. Давайте свяжем с вами еще один ряд. И, как я люблю говорить, отпущу вас в свободное плавание. Значит, набираем цепочку из 4 воздушных петель. Кромку создаем. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание и вяжем, да, между 3 столбиками и нашим кромочным. Делаем накид и вяжем 3 патентных столбика. 1, 2 и 3. Дальше мы вяжем с вами в каждую вот такую арочку по 3 столбика с накидом, по 3 патентных. Вот они, наши арки. Вот сюда мы вяжем 3. Так, второй патентный столбик, который тоже у нас с накидом. Да? И третий. 3 связали. Это арка, это вершина треугольника. Делаем накид. Сюда сначала мы вяжем 3 столбика. Так, 1, 2, 3. Создаем новую арку. Набираем 1, 2, 3 воздушные петли. И снова сюда же, в эту вершину треугольника, мы вяжем 3 патентных столбика. 1,
2 и 3. Сформировали новую вершину треугольничка. Делаем накид, переходим под арку и просто 3 столбика сюда вяжем. 1, 2. Напоминаю, рисунок из 3 столбиков. В конце делаем 4, потому что создаем кромку, чтобы вы не сбились, не запутались. И приходим вот сюда, да, как я уже говорила, между воздушными петлями и 3 столбиками. Накид. И сюда мы вяжем сначала по рисунку 3 столбика наших. И 4 кромочный. Сейчас покажу, какой у нас треугольничек получается, наша косыночка, красотулечка. Вот такой уже треугольник. Видите, как красиво? Давайте я еще один ряд вам покажу, с вами провяжу, и все. И дальше будете уже вязать самостоятельно. Я бы так и сидела до конца, с вами ее все вязала, но представляете, какой мастер-класс будет длинный, долгий. Так, что мы с вами делаем? 4 воздушные петли набираем, поворачиваем вязание, начинаем с вами в этом месте, значит, между последним столбиком и 3. Накид, и сюда вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Понятно, почему 3, да? Потому что цепочка из воздушных петель – это наша кромка. Мы ее уже сделали. Снова делаем накид и идем вот по всем вот этим аркам. В каждую арку, под каждую арку вяжем по 3 столбика. Кроме, конечно, вершины треугольника. 2 и 3. Провязали. Накид. В следующую арку вводим крючок, вяжем 3. Делаем накид. Дошли до вершины треугольника. Сначала вяжем 3 столбика. И создаем новую арку, новую вершину. 1, 2, 3. Набрали 3 воздушные петли, накид. И сюда же еще 3 столбика. 2 и 3. Под эту арку 3 столбика красивых, патентных. Прямо название красивое. Так, накид под эту арку 3 патентных столбика. Мне прям нравится произносить это слово. Сказала, не буду. Ой. И теперь между кромкой, да, и 3 столбиками вяжем сначала по рисунку 3 и не забываем провязать потом 4 кромочный. Мне кажется, очень подробно я вам объяснила. И 4 это кромка. Так. Вот так уже красиво выглядит наша косыночка-малышка. Вот такой милый треугольник. Сейчас я вас точно отпускаю уже насладиться вязанием. И когда же мы с вами встретимся? А встретимся мы, когда я свяжу 19 рядов. Моя косыночка состоит из 19 рядов. И мы с вами будем уже обвязывать косыночку, придавать ей красивый законченный вид.
Это что значит? Вы вяжете сейчас ту косынку, которую вам необходимо по вашему размеру. Если вы не определились с самого начала вязания, то как удобно просто связать небольшой треугольник, примерить, чуть больше примерить. И, в общем-то, с примерками вы свяжете идеальную косыночку, косыночку мечты для себя. И когда вы закончите все ряды, нить, соответственно, не отрезаем, на том моменте встречаемся и продолжаем вязать. Я связала у своей красоты 19 рядов. Вы то количество рядов, которое нравится вам. И сейчас мы будем обвязывать края нашей косынки рачьим шагом. Что такое рачий шаг? Рачий шаг – это тот же столбик без накида, но в обратном направлении. Конечно же, подробно покажу, как он вяжется, если вдруг кто не знает. Закончили вязание. Что мы делаем? Сначала набираем петлю подъема. Дальше мы будем с вами вязать по одному столбику рачьим шагом между каждым столбиком нашей косынки. То есть здесь, 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 здесь по одному. Вводим крючок между столбиками. Видите, мы не в эту сторону вяжем, а в обратную. Вводим крючок, захватываем нить. На крючке 2 петли, просто их провязываем. Теперь вводим крючок в следующее отверстие, то есть между следующими столбиками. Захватываем нить, провязываем. И так идем по нашей косыночке в противоположном направлении. Вводим крючок между столбиками, захватили нить, на крючке 2 петли, провязали. Вводим крючок, захватили, провязали. Вот в эту сторону. И очень красивая, аккуратная, стильная обвязка получается таким способом. Дальше вы продолжите самостоятельно. Смотрите, как это красиво выглядит. Единственный момент, я вам подскажу, это в вершину треугольника вам надо провязать 3 столбика рачьим шагом. То есть между столбиками по сторонам треугольничка идем по одному столбику рачьим шагом, кроме вершины. Сюда 3. Обвязываете эту сторону, переходите сюда, и на этом моменте встретимся. Основание обвяжем вместе. Вяжите дальше самостоятельно и встречаемся. Обвязала 2 стороны косынки рачьим шагом. Смотрите, как красиво и аккуратно это выглядит. И сейчас мы будем с вами обвязывать основание нашей косыночки. Также будем обвязывать рачьим шагом, но есть просто один нюанс, который я вам сейчас скажу. Закончили обвязывать сторону. Также делаем петлю подъема. И по вот этим отверстиям, которые у нас идут кромочным, да, мы будем вязать в каждое отверстие по 2 рачьих шага. Это единственное отличие, тот нюанс, о котором я говорила. Раз. И здесь прям не затягивайте, чтобы не стянуть косынку посвободнее. 2. Дальше. Раз. И 2. Следующее отверстие. Раз. И 2. Понятно, да? То есть в каждое отверстие по кромке мы вяжем по 2 рачьих шага, чтобы косынка не стягивалась, все было красиво и симметрично. Обвязывайте так до момента, когда начнется у вас вот эта ниточка, вот этот оставшийся кончик нити от кольца амигуруми. Я покажу, как мы его обвяжем. Итак, я дошла до кончика нити, я его заранее укоротила. Вам этого делать не советую, вы потом лучше лишнее отрежете. Как мы его прячем? Мы просто этот кончик нити обвязываем. Натягиваем.
И обвязываем. Видите, я что совсем коротенький сделала. Раз, два. Придерживаем кончик нити. Обвязываем. Раз, два. Вот он виден. Вот так натянете, лишнее отрежете, потом расправите, и все, ниточка спрячется. Я вот эту кукусику потом отрежу. И мы с вами дошли до места, где у нас затянутое кольцо амигуруми. Вот сюда я предлагаю провязать один столбик рачьим шагом. Вот именно в вершину прям нашего треугольничка первого. Вот так мы это делаем. И дальше снова по 2 в каждое отверстие основания нашей косыночки. Довязывайте до конца, нить не отрезайте. Мы сразу начнем формировать завязки косыночки. Обвязали основание косынки, она уже имеет законченный красивый вид. И сейчас приступаем к вязанию завязок. Для этого нам необходимо набрать 65 воздушных петель, это сама завязка, которую мы будем провязывать, плюс 1 петля подъема, соответственно, я буду набирать 66 воздушных петель. И эта цепочка из 66 воздушных петель в итоге будет равна длине завязок 33 сантиметра. Я напоминаю, чтобы вы ориентировались. Хочу вам подсказать, что удобнее будет вязать завязки, если вы будете набирать воздушные петли чуть свободнее. Или сделайте, как я, это вообще удобный вариант, будете набирать воздушные петли крючком большего размера. То есть я вязала размером 3, переворачиваю свой крючок, а вы берете, например, 4, если как я, да, ну или соответственно вашему крючку. И уже крючком номер 4 буду набирать воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я еще наберу 60, и мы с вами встретимся. Набрала цепочку из 66 воздушных петель. И вязать мы будем с вами столбиками без накида. Но вязать будем за перемычки, которые находятся с обратной стороны цепочки из воздушных петель. У каждой петли есть своя перемычка. Если мы перевернем, то их увидим. Вот они, перемычки идут. Вот за эти перемычки мы будем вязать наши завязки. Соответственно, начинаем со 2 петли, вводим крючок под перемычку, захватываем нить и вяжем столбик без накида под каждую перемычку. 2. Находим следующую перемычку. Они немножко прячутся, но мы справимся. 3. Можете иголочкой себе помочь. Делайте как удобно. 4. Я медленно показываю. Видите, вот такие бугорки? Вот, если перевернуть. За каждую перемычку столбиками без накида. Вот так это выглядит. У нас с этой стороны идет вот такая косичка. И вот здесь тоже формируется косичка. Вот так красиво будет выглядеть завязка. Довязываем до конца и на том моменте встречаемся. На всякий случай напоминаю, вяжем тем крючком, которым вязали всю косынку. То есть я уже поменяла обратно номер, буду вязать 3.
саму завязку вяжем троечкой. Мы только петли набирали крючком большего размера. Наша завязка готова, вся провязана. Как мы заканчиваем? Вот в это же отверстие у кромки косынки вводим крючок, захватываем нить и провязываем соединительный столбик. Отрезаем ниточку, вытягиваем и затягиваем наш узелок. Но я сделаю еще один. Все, мне осталось эту нить спрятать вот сюда в основание. Можно будет крючком это сделать. Просто буду вот так вводить крючок, захватывать нить и потихонечку немножко ее вот здесь протяну, спрячу. Думаю, это несложно, справитесь. Нам с вами осталось связать еще вторую завязку. Вторая завязка вяжется точно так же, только нам надо сначала присоединить нить. В отверстие кромки нашей косынки вводим крючок, захватываем нить и прям вот их две сложили и вот так сделали петлю, присоединили. Дальше набираем точно так же цепочку из 66 петель. Но это я, а вы набираете то количество, которое нужно вам, какой длины вам нужны завязки, да, соответственно, столько вы и набираете воздушных петель. И все то же самое. Набираете цепочку из воздушных петель, плюс петля подъема, да, не забываем. Со второй перемычки вяжем столбиками без накида до конца. Здесь в конце также делается соединительный столбик. Мы просто потом ниточки вот эти между собой перевяжем на узелок. И все, останется только спрятать ниточки. Все, вяжите вторую завязку самостоятельно. Довязала вторую завязку. В конце делаем то же самое, что и с первой. Вводим крючок вот в это отверстие. Захватываем нить и провязываем соединительный столбик. Отрезаем рабочую ниточку, вытягиваем, затягиваем. Для надежности перевязываем с кончиком нити, который у нас оставался, на узелочке. Все, наша косынка готова. Вы уже самостоятельно спрячете один кончик, и с этой стороны два кончика вязания, я говорила уже, да, с помощью крючка. Я их сейчас вот так просто под косыночку спрячу. И посмотрите, какая красота. Что нам осталось с ней сделать? Это постирать и с наслаждением носить. Надеюсь, что у вас тоже получилась эта милая, стильная и красивая косыночка. Ну что, до новых встреч и пока-пока!